Привет, друзья! Как всегда, обеденный выпуск последних событий в Германии и Европе. Сегодня в центре внимания это отношения Германии с Китаем. Товарооборот снова бьет рекорды и становится ясно, немецким компаниям все труднее отходить от китайского рынка. Даже несмотря на риски, о которых канцлер Фридрих Мерц все громче говорит в Берлине. Но это только начало. Началась широкая дискуссия о том, как будет меняться социальная система в Германии в следующем году. Нагрузка на работников заметно вырастет, и многие уже пытаются понять, что это значит для их кошельков и для бизнеса, который и так работает на пределе. Но пока экономисты считают цифры, появляется еще один заметный сигнал. Две важные технологические компании неожиданно переносят часть своего производства из Германии в Великобританию. И такое решение выглядит символичным, особенно на фоне заявлений канцлера Мерца о необходимости усиливать защитные возможности страны. И это еще не все. Сейчас по всей стране растет волна исков от госслужащих. Люди пытаются добиться пересмотра зарплаты, потому что считают, что многие годы их труд оценивался неправильно. Это уже перерастает в значительную правовую дискуссию между служащими и федеральными землями. Одновременно с этим усиливается напряжение в автомобильной отрасли, там меняется сама модель производства, и компании вынуждены принимать решения, которые затрагивают тысячи работников. Ну и напоследок деталь, которая сегодня удивила многих. Рестораны в Германии вводят новый небольшой сбор, но последствия у него могут оказаться куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Про эти все последние новости часа коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, Китай остается для Германии незаменимым партнером, и отойти от него немецким компаниям просто нельзя. В этом году товарооборот между странами с января по сентябрь превысил 185,9 миллиарда евро. Таким образом, Китай снова стал главным торговым партнером Германии, обойдя Соединенные Штаты Америки. Причины простые и жесткие. Пекин контролирует ключевые рынки, например, более 95% производства редкоземельных металлов, необходимых для электромоторов и аккумуляторов. Немецкие автоконцерны вложили также в Китай миллиарды. BMW, например, недавно инвестировала 3,8 миллиарда евро в проект по батареям в Шэньян. По данным одного исследования, немецкие прямые инвестиции в Китай в первой половине 2025 года составили 57% от всех инвестиций Европейского Союза в КНР. Это примерно 2,3% немецкого ВВП. Инвестиции даже выросли на 1,3 миллиарда евро по сравнению с предыдущим годом. Канцлер Германии Фридрих Мерц предупреждает компании: работа в Китае – это их риск, но одновременно правительство считает важным вести с Пекином диалог. И следует понимать, что сегодня Германия – это выбор между экономической выгодой и стратегической уязвимостью. Следующая новость – одна из самых важных для экономики Германии. В Германии в следующем году вступает в силу рекордный рост социальных взносов. Это те деньги, которые каждый работник платит из своей зарплаты на пенсионное, медицинское, и другие виды страхования. По расчетам экспертов, суммарная нагрузка поднимется до 43,2% от вашей зарплаты, если у человека нет детей. У работников с детьми показатель будет чуть ниже, около 42,6%. Рост связан с тем, что система становится все дороже. Население стареет, расходы на медицину растут, а средств в бюджетах фондов становится меньше. Поэтому взносы приходится повышать. Что это значит для обычного человека, нас с вами? Например, при средней зарплате в Германии около 4300 евро до вычета налогов работник будет отдавать почти 950 евро только на социальные взносы. Это больше, чем в предыдущие годы, и эксперты предупреждают: если ситуация не изменится, нагрузка продолжит расти. Обсуждение реформ продолжается, но пока решений нет. Для Германии это становится серьезным вызовом, потому что высокая налоговая и социальная нагрузка уже осложняют работу как бизнеса и уменьшают чистый доход самих работников. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. Германию накрыла новая заметная тенденция. Две важных технологические компании Хельсинки и Старк, они переносят часть своего производства из Германии в Великобританию. Это не обычная релокация, а серьезный сигнал для Берлина.
Helsing – это один из самых обсуждаемых стартапов в сфере специализированных технологий. Компания делает дроны с элементами искусственного интеллекта и уже строит в Британии площадку, где будут собирать новые современные комплексы. Еще один игрок – это Stark, специализирующийся на дистанционных летательных системах так называемой автономной авиационной техники, открывает завод в Суиндоне. На месте обещают сотни рабочих мест и производство сотен летальных устройств в месяц. Для Лондона это стратегическая победа. Британское правительство давно борется за возврат высокотехнологичных производств, а вот для Германии решение компании выглядит тревожно. Отрасль, которую Берлин пытается усилить, теряет производителей и рабочие места. Эксперты уже говорят, что это может ослабить позиции страны в европейской высокотехнологической промышленности. Особенно ощутимо ситуация выглядит на фоне тех заявлений канцлера Фридриха Мерца, который публично выступает за развитие структур, обеспечивающих безопасность Германии. Но на практике мы с вами видим, Германия рискует уступить технологическое лидерство своим соседям. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии тысячи государственных служащих подают в суд, заявляя, что их зарплаты слишком низкие. Причина – это решение Федерального конституционного суда, который признал, в Берлине в период с 2008 по 2020 год государственная оплата была недостаточна и противоречила основным принципам. Служащие обращаются в суд по всей стране, жалобы поступают не только из Берлина, но и из Гамбурга, Нижней Саксонии, Саарланда, Рейнфальца и других земель. Решение суда касается так называемого принципа питания. Это обязанность государства Германии обеспечивать служащих доходом, который соответствует их служебному статусу. Теперь федеральные земли должны пересмотреть свои системы оплаты, чтобы уровень содержания стал справедливым. При этом не все служащие могут рассчитывать на компенсацию за прошлое. Выплаты будут преимущественно тем, чьи иски уже дошли до федерального суда. И это только начало. Германия столкнулась с сложной ситуацией в автомобильной отрасли. Внимание! Почти 50 тысяч рабочих мест уже сокращено, и оптимизация персонала продолжается. Производители вынуждены закрывать заводы и сокращать персонал из-за перехода на электромобили и снижения спроса на классические машины. Правительство и канцлер Фридрих Мерц усиливают внимание к этой отрасли, чтобы сохранить рабочие места и поддержать экономику страны. Автомобильная промышленность, напомню, является одним из столпов немецкой экономики, и значительное сокращение ставит под вопрос устойчивость занятости и налоговых поступлений. Поэтому, если Германия в ближайшее время не адаптирует свои стратегии, страна рискует потерять часть технологического лидерства в мировой автоиндустрии. А для миллионов работников, кстати, и всей экономики это может стать серьезным испытанием. А дальше еще новости. В Германии, внимание, рестораны начали брать 50 центов за упаковку еды с собой. Казалось бы, копейки, но для тысяч посетителей это уже ощутимая сумма. Рестораны объясняют, цены на продукты, упаковку и энергию растут, и без таких сборов бизнес может потерять свою прибыль. Для клиентов это значит, не все, что остается на тарелке, можно просто забрать с собой бесплатно, а для ресторанов это способ сохранить все-таки свои доходы и не повышать цены на блюда. Ситуация уже привлекла внимание правительства и даже канцлера Фридриха Мерца. Обсуждается, как контролировать рост дополнительных сборов, чтобы не превратилось это все в скрытое повышение цен. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.